2003 год. Боливийское Нагорье. На высоте, где воздух редок и прозрачность неба будто режет взгляд, возвышается почти нетронутый вулкан Сайкума. Местные Аймара давно приметили его странности. В кратере постоянно булькает и переливается озеро лавы. Вокруг стоит густой запах серы, а плато, на котором покоится гора, днем печет так, что камни будто плавятся, а ночью отнимает тепло до почти нулевой отметки. Кочевники обходят это место стороной, называют его «сонищая пасть» и отдают предпочтение древним тропам, которые ведут в обход, предчувствие, аккуратно сформированное поколениями. В такое место отправилась международная экспедиция ученых: чилийская вулканолог Исабель Рохас, немецкий геохимик Филипп Майер и канадский инженер-геодезист Том Маккинон, а также несколько техников и ассистентов. Команда представляла профильные университеты и исследовательские центры из 3 стран. У Исабель была поддержка Национального института геологии Чили, Филипп работал в Институте вулканологии в Мюнхене, Том прибыл от канадской исследовательской компании, занимающейся безопасным мониторингом критических геологических объектов. Добираться до Сайкумы иначе, чем на вертолете, было невозможно. Окружающий ландшафт, бескрайние солончаковые равнины, пересеченные сухими ручьями и расщелинами, делал наземный путь чрезвычайно долгим и рискованным. Вертолет садился на каменистый выступ в 2 километрах от края кратера. Площадка едва вмещала лопасти. За 2 рейса были доставлены палатки, генераторы, запас воды, оборудование для газового анализа, тепловые датчики, автономные метеостанции, инструменты для бурения и, наконец, контейнеры с продуктами и мусорные мешки, о которых позже пойдет речь. Полевой лагерь расположили так, чтобы иметь относительно безопасный подход к кратеру и одновременно укрытие от ночных ветров и песчаных бурь. Первые дни прошли по строгому регламенту: установка анимометров, закрепление тросов и якорей вокруг зоны измерений, проверка погодных датчиков и размещение тепловых камер. Сабель руководила работами у края кратера. Она знала, как читать поведение лавового озера. По пузырям, по рисунку корки, по цвету искр. Многое говорило о глубинных процессах. Филипп занимался отбором газовых проб. Для него было важно понять, какие газы выделяет озеро: диоксид серы, углекислый газ, хлороводород, следы металлов. Все это влияло на понимание структуры магматического резервуара. Том отвечал за точность геодезии, закрепление маяков, разметку точек для последующих наблюдений и обеспечение корректной работы спутниковой синхронизации. Коллектив был опытный, каждый возился со своей частью работы, но все знали правила и риски. Тем не менее, полевая реальность поставила перед ними банальную, но неприятную проблему – мусор. За несколько дней на раскаленной земле накопилось около 30 килограммов. Пластиковые бутылки, обертки от пищи, консервные банки, бумажные упаковки, грязные тряпки и остатки полевой мебели. В обычных условиях проблема решалась бы проще: утилизация на базе, вывоз в город. Но ближайшее поселение на 3 дня пути вездеходом. Возврат вертолета планировался через 4 дня, и к тому времени мусор будет лежать под раскаленным солнцем, разлагаться, привлекать птиц и грызунов, отдавать запахом и мешать работе. Эта небольшая логистическая проблема вызвала спонтанное обсуждение в беседке у генератора. Том, наблюдавший за степенным гулом вентилятора и притихавшие разговоры, предложил, как ему показалось, практичное решение. «Лава все сожжет», — сказал он. 1200 градусов. Металл тает. Пластик исчезнет без остатка. Мы не загрязним окрестности, и вертолет не потребуется раньше времени. Филипп недоверчиво хмыкнул. Он знал химические процессы не хуже Тамаса. Сабель, задумчиво глядя на экраны тепловизора, промолчала, но ее лицо выдало напряжение. Она понимала, что лава не бездонная мусоросжигательная печь, и что любые посторонние объекты могут вызвать непредсказуемую реакцию.
Тем не менее, у каждого в душе жила усталость от бытовых хлопот в полевых условиях, плюс давление реальности, жара, пыль, усиливающийся запах серы. Желание избавиться от проблемы решительно взяло верх. Решение появилось не как команда, а как стихийный акт. Уставший от рутины, Том предложил опустить мешок в лаву на длинном шесте, чтобы не подходить вплотную. Полчаса, и в вечернем холодке палаточного лагеря, когда интенсивность жара немного спадала, трое ученых в огнеупорных костюмах направились к краю кратера. 6 метров до обрыва, скрученный стальной шест, мешок с мусором — все было рассчитано на минимальный риск. Они закрепили мешок и медленно опускали его, не спеша, чтобы не создать инерционную волну и не брызнуть лавой. Все шло по сценарию, который они заранее проговорили. Один держит шест, другой записывает наблюдение, третий на связи с базой. Первый контакт выглядел почти мирно. Мешок плавно лег на поверхность вязкой, красно-оранжевой массы, будто тонул в густой жидкости. Но лавовая поверхность — не вода. И ее поведение определяется коркой, которая образуется при охлаждении, упругими свойствами полузастывшей корки и скрытой под ней огромной энергией. Через несколько секунд полузастывшая корка дала трещину. Сначала послышалось глухое потрескивание, потом резкий хриплый хлопок, и следом мощный взрывной фонтан раскаленных брызг, вырывающихся из центра кратера. Распылился огненный дождь высотой в 5-6 метров. Волна жара прошлась по лицам ученых, прожгла один из рюкзаков Томаса, оставив дыру и обугленный край. Инстинкт отскочить назад сработал мгновенно. Куски застывшей лавы и мелкие пирокластические обломки сорвались и посыпались вниз, вызывая волну мелких оползней под ногами. Грохот, словно удар барабана, прошел эхом по кратеру. Минуту, две. Из центра валил пар и едкий дым. Когда повторная вспышка прошла, и у них появился шанс подойти ближе, воздух был густ от токсичных паров. Очки на масках запотели, фильтры работали на пределе, и каждый вдох ощущался как варварская сделка. Нужно получить данные, но дорого заплатить за это дыхание. Мешок исчез, от него не осталось видимого следа, по крайней мере с поверхности. Но вулкан словно пробудился. В течение нескольких часов поведение лавового озера изменилось. Частота всплесков и пузырьковых выбросов увеличилась. Появились новые аномальные выбросы газов с резким химическим запахом. Цвет лавы в некоторых зонах стал более темным из-за включений. Исабель записала это в журнал наблюдений. Появилась периодичность вспышек. Амплитуда выбросов растет. Концентрация сульфата серы выросла на 15% по данным портативного анализатора. СиА2 в пределах нормы, но присутствуют следы хлора и хлоросодержащих соединений. Позже, уже в лагере, за картой и ноутбуком, Филипп с зажженной сигаретой и выдвинул гипотезу, которую многие вначале восприняли как очевидную. Внутри мусорного мешка могла содержаться достаточная влага, остатки готовых блюд, полупустые пластиковые бутылки с водой, влажные салфетки. Когда вода при контакте с лавой испаряется мгновенно, пар пытается вырваться наружу, но если он заперт под коркой лавы, давление может быстро нарастать и привести к внезапному паровому выбросу, действию, похожему на миниатюрный вулканический взрыв. Вся группа знала, что фреонообразное проливное испарение — не шутка. Даже небольшая порция замкнутого пара может создать мощный импульс. Но Филипп пошел дальше. Пластиковые материалы при высокотемпературном разрушении выделяют диоксины, хлорводород и фуруры, а металлические предметы не обязательно исчезают бесследно. Они могут погрузиться в лаву, окислиться и позже быть зафиксированы в лавовом стекле как включение. Биоотходы при нагреве выделяют аммиак и сероводород. Такой микс мог не только создать локальное избыточное давление, но и изменить химию выделяемых газов и, возможно, реактивность некоторых участков кратера.
И тут открылась важная мысль. Если один мешок мусора мог вызвать локальную активизацию и выбросы, то что произойдет при регулярных сбросах в больших объемах? Представьте теоретическую ситуацию. Транспортировать туда тонны бытовых отходов. Логистика лепила бы гигантскую инфраструктуру, дороги, конвои, траты топлива, а при случае ошибки – экологические катастрофы. Да и сам эффект от громоздких влияний непредсказуем. Помимо выделения токсинов в атмосферу и выпадения кислотных осадков, длительное извлечение примесей в магматическую систему может изменить вязкость лавы, ее температуру кристаллизации и даже изменить давление внутри резервуара, а это прямой путь к неконтролируемым извержениям. Эта мысль переработала в их головах обыденную рутину в моральную дилемму. В лагере за вечерним чаем многословные споры переросли в жаркие дебаты. Том стоял на стороне практично-утилитарной. Если природа уже горит, почему бы не использовать ее в качестве печи? Исабель и Филипп осторожно напирали на ответственность ученых и предостерегали от глобализации ошибки. «Мы не имеем права превращать вулкан в мусорный котел», настаивала Исабель. «Даже если это выглядящая логичной идея. Наука не может служить оправданием для экологической халатности». «Я понимаю», — ответил Том. «Но представьте экономику. Никаких затрат на строительные заводы, топливо, экономия места на полигонах». «А представьте последствия», — перебил Филипп. «Если один мешок вызвал всплеск, что будет с миллионами тонн? Разрушение экосистемы, длительное отравление атмосферы, изменение климата в локальном масштабе, возможно, запуск вулканических процессов, которых мы не сможем контролировать». Дискуссия длилась ночи. Словно камень в воде, их опыт прокатился эхом по научному сообществу, когда позже они подготовили отчет. Вернувшись домой, Исабель составила доклад, где в деталях описала наблюдения и предостережения. Его отправили в профильные журналы и представили на международных конференциях по вулканологии и экологии. Текст получился тревожным. Вмешательство посторонних материалов в активные вулканические системы – риск, который нельзя недооценивать. Коллеги обсуждали. Кто-то называл эпизод случайностью, кто-то видел предвестие новых угроз. Вокруг идеи использования вулканов как природных мусоросжигателей на волне экономических и экологических кризисов завелись сторонники. На первых совещаниях слухи об вулканических полигонах звучали как технологическая фантазия. Зачем строить дорогостоящие мусороперерабатывающие заводы, если можно доставить отходы на горячие точки Земли? Но чем дальше разворачивалась тема, тем яснее становились ее недостатки. Географическая редкость лавовых озер, крайне ограниченная вместимость, логистика доставки и, главное, непредсказуемость последствий для окружающей среды и людей. Ученые вернулись к практике. Улучшение систем переработки, разработка мобильно дифференцированных методов сортировки, поиск альтернатив утилизации и упрочнение международных правил по обращению с отходами вблизи природных объектов. Конференции повлияли на общественное мнение. Статьи и доклады вызвали резонанс, и вскоре появились статьи в профильной прессе и новостях, где подробно описывался инцидент у кратера Сайкумы и его научные выводы. Личное воздействие на участников экспедиции тоже не прошло бесследно. Том, практик, привыкший решать проблемы руками, ночами не спал, просчитывая различные сценарии, испытывая чувство вины. Если бы я не предложил, ничего бы не случилось. Филипп же стал более осторожен в публичных высказываниях и посвятил часть исследований изучению химии взаимодействия синтетических материалов с раскаленными магматическими телами. Исабель, чьи ночи теперь наполнял страх повторения событий в другом месте, занялась образовательной работой, лекцией о взаимодействии человека и вулканов, передача знаний местным сообществам,
и усилия по вовлечению традиционных народов в мониторинг. Прошло несколько лет. Сайкума остался нетронутым для массового туризма. Местные власти ввели ограничения доступа, а международные научные экспедиции теперь подходили к нему с осторожностью, соблюдая строгие протоколы. История про мешок мусора и взрыв стала предметом обсуждения в вузах. Примером, как даже малая по массе инертная субстанция может вызвать каскад, явленный в системе высокой энергии. В академических статьях ее использовали как кейс-стади для обучения студентов этике полевых работ. В душе каждого из них осталось ощущение, которое нельзя было списать на профессиональную осторожность. Это уважение к стихии. Вулкан — не печь для решения бытовых проблем. Он — система, где масса и энергия находятся в хрупком балансе. И эта балансовая чаша может накрениться от крошечной по масштабу, но не по значению ошибки. Годы спустя в уютной аудитории одного из университетов, когда фасад класса был увешан картами и фотографиями лавовых озер, Исабель рассказывала студентам эту историю. В зале стояла тишина. Она завершила так. «Мы отправляемся в поля, чтобы изучать мир, а не вторгаться в него безрассудно. Наука — это не только поиск ответов, но и умение вовремя остановиться». Том стал частью частной фирмы по устойчивой утилизации отходов, где его практические навыки пригодились для разработки мобильных технологий сортировки, которые минимизируют количество мусора, требующего долгой переработки. Филипп издал серию статей о химическом следе человека в вулканических системах и работал над методами безопасной дегазации. Их опыт с Сайкумой превратился в предупреждение и в урок. Уважать силы, которые мы не в силах полностью контролировать. И хотя сонищая пасть осталась на плато и продолжала периодически шевелиться и булькать в своем кратере, ее имя стало символом не только местной легенды, но и международного предупреждения о том, что у природы свои правила, и их нарушение всегда чревато последствиями.